Здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале Винегрет. И сегодня мы с вами будем готовить краффин. Это гибрид слоеного круассана и маффина. В его основе лежит сдобное дрожжевое тесто. В качестве прослойки можно использовать как любые сухофрукты, так и орехи, шоколад, любые кремы. Мы решили пойти дальше и приготовили маковый краффин с клюквенной пропиткой. Добро пожаловать! Для начала нам необходимо приготовить опару. Молоко берем 30-35 градусов. Сильнее разогревать не надо, иначе дрожжевые грибки погибнут и нам не удастся получить пышное тесто. Как в результате выпечка будет жесткой и низкой. В молоко добавляем дрожжи. Они должны приятно пахнуть и легко крошиться. Это значит, что дрожжи свежие, и они будут хорошо работать. Добавляем 1 столовую ложку сахара и 2 столовых ложки муки. Муку обязательно нужно просеять. Она должна обогатиться кислородом и избавиться от ненужных примесей. По оригинальному рецепту муку в опару не добавляют. Я попробовала приготовить опару рекомендованным способом, и результат меня не устроил. Да, на поверхности молока появляется некое подобие шапочки, но внизу остается такая жидкая субстанция. Тесто в данном случае поднимается гораздо хуже. При добавлении небольшого количества муки дрожжи охватывают весь объем опары. Ее становится гораздо больше, и тесто гораздо поднимается. Теперь мы опару накрываем хлопчатобумажной тканью и отправляем в теплое место без сквозняков минут на 40-45. Нам необходимо 5 яиц. 2 яйца мы используем целиком и еще дополнительно 3 желтка, которые мы будем взбивать в пышную пену. Взбивать мы будем их с сахаром и с чайной ложкой соли. Итак, опара наша уже готова. Нужно поймать тот момент, когда опара подошла и немножко уже опала. Это значит, что она готова. Теперь в опару мы добавляем наши взбитые яйца. Все ингредиенты, которые мы вводим в тесто, должны быть комнатной температуры, ни в коем случае не холодные. Дальше мы вливаем коньяк. Он поделится с тестом своим ароматом, плюс алкоголь при выпечке начнет испаряться и сделает наш краффин еще более воздушным, туристым. Теперь небольшими порциями постепенно будем добавлять просеянную муку. Добавляем оставшееся теплое молоко. Всего в рецепте используется 300 мл молока. Последним ингредиентом мы добавляем мягкое сливочное масло. Не растопленное, а именно мягкое. И переходим на ручное вымешивание. Вымешиваем тесто до тех пор, пока оно не станет однородным, мягким и пластичным.
Выкладываем наше тесто в широкую миску, смазанную небольшим количеством растительного масла. Накрываем хлопчатобумажной тканью или полотенцем и отправляем отдыхать в теплое место минут на 50. Две части мы отправляем под пленочку, а третью будем формировать нашу пасту. И сейчас наступает очень ответственный момент. Тесто нужно раскатать в тонкий, максимально тонкий полупрозрачный пласт. Тесто мы раскатываем максимально тонко, практически до полупрозрачности. Обильно смазываем маслом всю поверхность теста. Теперь по всей поверхности раскатанного пласта распределяем маковую начинку. Присыпаем всю поверхность вяленой клюквой. Клюкву мы предварительно обдали кипятком и высушили на бумажном полотенце. Начиная от края, аккуратненько сворачиваем заготовку в тонкий рулет. Стараемся это делать максимально не оставляя внутри пустот. Вот настолько плотно, насколько это возможно. Свой самый острый нож, который у вас только имеется. Разрезаем колбаску вдоль, не дорезая до края 3 сантиметра. С одного края начинаем скручивать спираль. Скручиваем таким образом, чтобы место среза оставалось снаружи. Крутим кольцо приблизительно по дну заготовки формы. Даже немного меньше, чтобы тесту было куда расти. Постепенно переходим на второй ярус. Когда мы доходим до места соединения двух частей, укладываем его аккуратненько вовнутрь хвостиком и разворачиваем вторую часть разрезом наружу. И формируем следующий ярус. Башенку аккуратно выкладываем в форму. Стараемся, чтобы дно улеглось на донышко формы, а закрученная верхушка не заваливалась на бок и была строго по центру.
Ставим заготовки на 30 минут для следующего подъема. Наши куличи мы выпекали 10 минут при температуре 200 градусов и еще 45 минут при температуре 180 градусов. Наш кулич мы не будем покрывать глазурью. Мы специально сделали клюквенную заливочку из вяленой клюквы, коньяка и сахарного сиропа. Сверху мы просто посыпем сахарной пудрой. В таком виде он будет еще более эффектно выглядеть. Кулич становится более рельефный и отчетливо виден каждый его слой. Вот такой вот маковый трафин с клюквенной пропиткой.